Рада приветствовать своих подписчиков и новых зрителей. Нас постепенно становится больше. Давайте отвлечемся немножко от черенкования гортензий, посева петуний. Сейчас, наверное, все этим заняты. Весну приближают таким образом. И я тоже, я не исключение. Сегодня расскажу, какой из можжевельников покорил меня с первого года посадки. Именно он сейчас на видео. Почему у него такое интересное название? Мы увидим кусты посадки 2020 года и осенние посадки 2022 года. Узнаем, почему я задумалась о пересадке 3 кустов можжевельника. Думаю, через пару недель как раз это можно будет сделать. Но все зависит от температуры, от погоды. Если у нас в январе, когда вот это я снимала, именно вот это видео, было плюс 10. Не знаю, что нас ждет дальше. Покажу немножко видео из архива, как он изменился за это время. И это все о нем. Можжевельник средний, Фицериана Минджулеп. Просьба поставить лайк и подписаться, чтобы нам не потеряться на просторах интернета с вами. Можжевельник Минджулеп, наверное, самый-самый быстро растущий сорт из всех существующих можжевельников. И даже если в питомнике вы будете смотреть на его невзрачный вид, не ведитесь. Это он вас вводит в заблуждение. Он так маскируется. Точно. Сажать его надо, учитывая размер взрослого куста. А это не маленький. В 10 лет он будет достигать высоты 1,5 или 1,80 м, а в ширину 3 метра. Вот на видео из архива видно, какие это были маленькие торчки, палочки какие-то. Между ними я оставила 2 метра, 2,90 м, если быть точным, и кипарисовики Ивоны. Это так все выглядело, как бы очень печально. Я на это все смотрела, я думаю, неужели тут когда-то что-то разрастется? И это апрель 2021 года. Я посмотрела в архиве Инстаграм, я сама не поверила, что это так было. Спустя год, сейчас мы увидим, апрель 22-го. Это прошлый год. Мы как раз калитку вон там делаем. Сейчас увидите, как изменились вот именно летом, весной, как он нарастает. Просто невероятный рост. Что-то мне подсказывает, если за 1,5 года он в ширину уже у меня 1,30 м, то какой же можно ждать его размер спустя 5 лет? Тут только стрижкой и удержишь. Или пересадкой. Так не хочется мне эту аллею, вот именно эту, менять. Она меня вполне устраивает, но Минджулеп это какой-то монстр. Это можно сказать даже, что одно из недостатков или наоборот достоинств — очень быстрый рост. Но у него кроны есть одно интересное свойство у кроны можжевельника. Ветви растут строго под углом 45 градусов. Эта интересная особенность позволяет формировать правильные перевернутые пирамиды при топиарной стрижке. Вот как раз я большой куст показываю, большой. Это 3-й год ему. 3-й год, вот это весна 2020 года посадка. Смотрите, у него ветви строго под 45 градусов. Наверное, в этом году мне придется с ним что-то делать, выдумывать какую-то топиарную форму уже. А на заднем плане Blue Arrow, скальный можжевельник связанный. Композиция очень мне понравилась, и я вам покажу дальше, как я ее повторила, именно эту композицию. Хвоя у Минджулепа ярко-ярко-зеленая. Растет он и на солнышке, и в легкой полутени.
Конечно, если его посадить под кроной густого дерева, то его тень забьет можжевельник, и он не будет выглядеть привлекательно, а чахло. Выбирайте солнечные места. Есть нюанс, который касается всех солнцелюбивых растений и роз в том числе. Располагать их надо так, чтобы крупные деревья, постройки или заборы были с северо-запада или с севера. И тогда тень, которая от них падает, она все равно уже будет на растения попадать после 4 или 5 часов вечера. А основное все солнышко достанется прямо им. Я про это правило расскажу, когда буду снимать видео про расположение розария на участке, где выбирать. А сейчас мы видим минжулеп посадки октябрь 22 года. Вот он как невзрачно выглядит, а это я ловлю пчелку. Видео снималось сразу после Нового года, 5 или 6 января. Пчела проснулась, так собаки чуть на нее не наступили. Сейчас близко покажу. Она, конечно, еще сонная, вялая, но пчелы в январе — это вообще, конечно, природа нам сюрпризы готовит. Как будто весна уже, правда? Сорняков, во всяком случае, много-много. Вот так невзрачно он выглядит, этот минжулеп, малышок. Но будет красавчиком. Тут я, наверное, их тоже буду формировать. Может быть, неваки или что-нибудь еще подумаем. Минжулеп к почвам особых требований вообще не имеет. Я при посадке всех своих хвойных и гортензий, я уже это показывала и рассказывала, добавляю хвойный опад в посадочную яму и мульчирую сверху, чтобы не пересыхала почва, подкисляя естественным образом почву. У нас вообще-то суглинок, и это их любимая почва вообще всех можжевельников. Так, затопчут мне моих малышей. Особо хочу сказать, что для маленьких садов или таунхауса, или вообще маленький участок не подходит этот можжевельник. Вот эту композицию я хочу повторить. Правда, тут Skyrocket и малыш Skyrocket и малыш минжулеп. Расстояние уж тут я выдерживала как положено все. Вот такой он. Это я вчера вышла, снежок немножко выпал, поснимала. Значит, для маленьких участков не подходит. Или его надо сразу прямо формировать, пристригать, потом не удержите рост. А можжевельники очень плохо переносят пересадку. Вот я буду недели, если через 2, в середине февраля буду его. В общем, я еще подумаю, у меня там место такое нашла, которое надо что-то менять. Хвоя имеет у этого можжевельника минжулепа можжевеловый аромат, но это еще не все. Думаете, почему этот можжевельник получил такое необычное название? Если вы потрете веточку пальцами, вы уловите явный, очень ароматный запах ментола. Да, минжулеп называется именно поэтому. Минт. Честно говоря, я об этом не знала, когда готовила видео. Перечитала массу информации, потом пошла, не поверила, пошла в сад и стала тереть веточки всех своих минжулепов. Точно, невероятный просто запах. Не знала об этом. Этим способом можно в питомнике проверять, кто перед вами такой невзрачный, будущий красавец-гигант или какой-то обычный можжевельник. Хотя я все свои растения очень люблю. От слова очень-очень. Вот тут он в хвойной композиции перед крыльцом центральным. Вот такой уже громадина. Ну, громадина. Выше пояса. В высоту метр.
А в ширину тут, наверное, не 1,20 м, уже 1,5 метра. И это ему 3-й год, только начался. В общем, надо что-то думать. Удобрения я использую для хвойных весной и осенью. Для хвойных обычный. Весной по кроне все свои хвойные я прохожу хелат железа и циркон. Ну, как бы после выхода из зимы. Его любит немножко паутинный клещ. Поэтому летом дождевание по кроне надо. А вообще с минжулепами мало проблем. Приствольный круг хвойным опадом опять закладываю, чтобы трава не росла. У нас проложен капельный полив с прошлого года. До этого я поливала из лейки все в саду. Ну, скажу вам, что это, конечно, еще то занятие. Из лейки поливать растения, если учитывать, что я 3, 5, 10 новых растений каждую неделю весной и летом засаживаю сад, композиции все, то это, конечно, тот еще спорт. Из минжулепа получаются красивые топиарные формы и в стиле неваки, и просто стрижки. Поэтому, если он у вас перерос, задумайтесь над этим вариантом укрощения строптила. Весной я буду думать, как и что, покажу, может быть, вам. Ну, вот такой небольшой обзор моих можжевельников минжулеп. У меня их 18 штук. А участок у меня, надо сказать, что средний. Поэтому без стрижки тут не обойтись. Для сравнения, вот это Old Gold можжевельник. Красивый тоже, но не такой быстро растущий, конечно. До встречи на моем канале и не забудьте поставить лайк.